Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. Я очень ценю вашу поддержку. В сегодняшнем ролике разбор компании JP Morgan Chase. Взглянем на финансовый отчет по форме 10К за полный 2020 год. Компания декларирует свой полный финансовый год в конце декабря, как мы привыкли это делать. С данным отчетом вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг. Я собираюсь сделать отчет за последние 10 лет, проанализировать фактические данные и на основе этих показателей спрогнозировать будущие финансовые потоки и определить, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли. Она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключение, нам нужны акции по хорошей цене, чтобы произошел возврат на капитал. Иначе вы просто слишком много платите за хорошую компанию. Когда мы смотрим на банковский сектор, нам придется изменить подход к оценке компании, потому что банки – это не типичная компания. Типичная компания имеет затраты на сырье или услуги, о которых вы знаете. Например, компания Ferrari, разбор которой был у меня на канале. Она должна покупать различные компоненты, такие как сталь, для производства своих автомобилей. А что основное сырье для банка? Это наличные, это долг, это финансирование. А как же отличить наличные деньги от операционной деятельности от наличных денег, использованных для предоставления товара? Нам необходимо изменить подход. Мы не будем смотреть на EBITDA и ее темпы роста, мы посмотрим на балансовую стоимость и темпы ее роста. А затем посмотрим на чистую прибыль и чистую маржинальность. По такому принципу мы будем оценивать банковский сектор. Если вы хотите найти банк с солидным доходом, доходность в таком случае будет чистая прибыль, а затем балансовая стоимость. Эти показатели должны расти. Давайте применим все эти параметры компании JP Morgan и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. JP Morgan Chase – это финансовая холдинговая компания, является ведущей фирмой в сфере финансовых услуг, базирующейся в Соединенных Штатах Америки и имеет операции по всему миру. По состоянию на 31 декабря 2020 года активы JP Morgan Chase составляли 3,4 триллиона долларов США, а акционерный капитал – 279 миллиардов долларов США. Фирма является лидером в области инвестиционного банкинга, финансовых услуг для потребителей малого бизнеса, коммерческого банковского обслуживания, обработки финансовых транзакций и управления активами. А теперь давайте посмотрим, как растут финансовые потоки. Выручка за последние 10 лет росла в среднем на 2,3%. Чистая прибыль в среднем росла практически на 5%. Маржинальность составляет 24%, что является средней по отрасли. Компания выкупает свои акции ежегодно в среднем на 2,6%. Инвесторы обращают внимание на этот показатель, так как нам важно, чтобы компания выкупала свои акции, потому что это безналоговый способ поощрения акционеров, которые владеют акциями. Когда компания выкупает свои акции с рынка, это действие не облагается налогом. Это означает, акционер имеет большее процентное владение компанией, и это отличный стимул для роста прибыли на акцию, для денежного потока и оценки стоимости компании. Прибыль на акцию растет в среднем на 7,7%. Это больше, чем растет чистая прибыль. Потому что вы берете рост чистой прибыли в 4,9%, плюс уменьшаете количество выпущенных акций на 2,6%, тем самым быстрее растет прибыль на акцию в 7,7%. Далее цена акции. Это средняя цена акции за месяц закрытия финансового года. Доходность прибыли на акцию я беру чистую прибыль на акцию и делю ее на цену акции. Доходность прибыли на акцию чаще всего рассматривают как ценность бизнеса.
То есть, что вы можете ожидать от чистой прибыли на акцию? Вы можете ожидать около 9,5% доходности в среднем. Далее, среднегодовая доходность в среднем составляет 9%. Теперь давайте спрогнозируем рост стоимости акций на будущие 10 лет на основе балансовой стоимости. Активы JP Morgan Chase в 2011 году составляли 2,3 триллиона долларов, а в конце 2020 года эта цифра составляет 3,3 триллиона долларов. Средний рост активов составляет 4,6% в год. Активы выросли быстрее, чем выручка. Далее я вычитаю нематериальные активы и обязательства и получаю балансовую стоимость. Балансовая стоимость в 2011 году составляла практически 125 миллиардов долларов и выросла в 2020 году до практически 226 миллиардов долларов. Рост составил 6,8%, что является хорошим показателем для такой крупной компании. Далее я делю балансовую стоимость на количество акций и получаю темпы роста на акцию. И как вы видите, темпы роста балансовой стоимости на акцию выше темпов роста балансовой стоимости, так как компания выкупает свои акции. Далее я получаю капитализацию путем умножения цены акции на момент закрытия финансового года на количество акций, находящихся в свободном обращении. После этого мы можем определить капитализацию к балансовой стоимости, то есть показатель Price to Book, и это соотношение в среднем за 10 лет равно 1,5. Теперь давайте спрогнозируем цену акций на основе балансовой стоимости. Для этого я возьму балансовую стоимость в 2020 году и на 2021 год поставлю рост балансовой стоимости к акции на уровне 5%, так как сложно предположить, как будут развиваться события после COVID-19 и как компания будет чувствовать себя в этом году. А начиная со следующего года я прогнозирую рост на уровне 6%, что является ниже среднего значения за 10 лет. То есть тем самым я применяю консервативную стратегию и основываюсь на том факте, что компания не будет такими темпами развиваться дальше. И поэтому среднее значение я ставлю 6%. Далее получим рыночную стоимость практически 597 миллиардов долларов. Я умножаю ее на балансовую стоимость 1,5, что является средним значением за последние 10 лет. Далее рассчитываю количество акций в обращении, если компания будет дальше придерживаться программы обратного выкупа своих акций на уровне 2%, что является также консервативным решением, так как среднегодовой выкуп составляет 2,6%. Итак, поделив балансовую стоимость на количество акций, мы получаем цену акции в 2030 году в районе 237 долларов. И этот прогноз основанный на балансовой стоимости. Теперь давайте спрогнозируем цену акции на основе чистой прибыли. Прибыль на акцию в 2020 году составляет 9,5 долларов, и я замедляю рост прибыли на акцию в 2021 году на 8%. И далее, начиная с 2022 года, равномерно распределяю 9% рост. Далее прибыль на акцию в 2030 году я делю на среднюю доходность 9% и получаю цену акции в 235 долларов. Далее, получив прогнозную стоимость акции на основе балансовой стоимости и прибыли на акцию, давайте возьмем по 50% от каждого показателя и получим среднюю цену в 236 долларов. И рассчитаем внутреннюю норму доходности. Она составляет порядка 13,5%. То есть купив сейчас акцию за 154 доллара и продав ее через 10 лет по 236 долларов, мы получим прирост инвестиций 82 доллара. Таким образом, среднегодовая доходность 13,5% является выше средней доходности индекса S&P 500, который растет в среднем на 10%. Купив данную компанию, вы будете являться акционером крупнейшего банка США. Вы будете получать стабильные темпы роста денежного потока, за которые платите. Также стоит учитывать, что в расчете я применил консервативную стратегию инвестирования. В конечном итоге, мне нравится данная акция. Возможно, купив акцию сейчас и усреднив ее в будущем, при появлении коррекции на рынке вы сможете получить серьезный возврат на капитал. Это может служить разумной инвестицией, так как бизнес компании с каждым годом растет выручка, прибыль, компания выкупает свои акции, растут ее активы. Все это в конечном итоге будет отображаться на цене акции. Добавив к этому консервативную стратегию, которую я применил, при расчете прогнозной стоимости мы сможем получить еще большую цену в будущем.
Поэтому я считаю, что это хорошая инвестиция в компанию. Давайте теперь смоделируем потенциальную доходность. Покупая акцию при текущих отметках, вы получаете доходность 13,5%. Это выше среднегодовой доходности индекса S&P 500. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность на горизонте 10 лет мы получим. Вы можете заметить по этой таблице. И чем дешевле вы покупаете акцию, тем большую доходность получаете. Если, допустим, цена акции спустится до отметки в $115, то мы получим среднегодовую доходность 18,8% на горизонте 10 лет. Но спустится ли компания до этих уровней, нам неизвестно. Подводя итог, покупая компанию сейчас, вы получаете двухзначную доходность в долгосрочной перспективе. Я рассматриваю данную компанию к приобретению. Мне нравится растущий бизнес компании, я буду ждать коррекции и снижения цены акции. Если цена снизится, то я непременно куплю ее. Это солидный банк. Если вы рассматриваете к покупке свой портфель компанию из банковского сектора, то непременно присмотритесь к компании JP Morgan. Итак, друзья, если вам было полезное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также пишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!